Всем привет, с вами Дима, и сейчас мы послушаем песню «Иконаида», которую поет Димаш с Токио Джаз Фестиваля. Я уже слушал с этого фестиваля песни, по-моему, это было Самалтау. Вот сейчас послушаем «Иконаида». Перед этим маленькая минутка агитации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень и очень приятно. Приступим. Димаш «Иконаида». Такое вступление интересное. Вот как будто звучит струнный квартет с фортепиано и гитарой. Очень звучит классично. Ну, либо, если сказать точнее, то неоклассично. Интересное звучание и стиль такой очень романтический, квартетный. Это в звуке, в такой протяжности слышно. Слушаем дальше. Вот окончание, опять же, не просто та, а та, и сразу ушло в воздух. Вот настолько шепчущий хочет спеть Димаш, что это звучит просто одним дыханием. Слушаем дальше. Очень нежно. И такая крытая, академическая. Такое точное у него смыкание здесь наверху. Вроде бы сейчас должен быть еще более мощный голос, но Димаш дает пиано, тихое пение, и у него в огромном количестве песен это есть. Причем такое тоненькое-тоненькое смыкание. Можно же это плотнее спеть, но здесь как будто сейчас уйдет в свистковый регистр. Слушаем дальше. И все в воздух идет. Столько красок. Меня всегда поражает, когда я слушаю Димаша, как он переходит из одного приема в другой. И это же абсолютно плавно получается. То есть он мощный голос переводит в очень-очень мягкий, потом в очень дыхательный, в очень тонкое смыкание, в плотное смыкание. Это вообще такие штуки, которые, конечно, тренируются, но все-таки природа, которая тебе дана, она имеет очень большую роль. Если у тебя голос пластичен от природы, то тебе это сделать намного легче. И если взять, скажем, какого-то человека, у которого очень угловатый голос, у него есть либо «а», либо «а»,
Все, вот никак больше между этими двумя звуками нету палитры. Вот такому человеку будет сложно вот на таком уровне, как Димаш, пропевать вот эти сложные переходы мягкие из одного регистра в другой. А у Димаша слышно, что голос очень пластичный, плюс он еще над этим много работал, это слышно. Банально сейчас вам пример покажу. Вот обычный грудной звук переведу в мягкий головной звук и переведу в дыхательный потом звук. И вот эти переходы у Димаша вот, ну, постоянно происходят, поэтому его очень интересно слушать. В принципе, здорово, когда большая палитра, и классно, когда ты это делаешь очень точно и в тех местах, где это должно быть. Слушаем дальше. Бесконечно. Какие ноты сейчас у Димаша? Они такие плотные, болтовые, баритоновые практически. Вот переходы, плотный голос, потом сразу на мелкое такое точное смыкание и опять обратно в плотный, но аккуратный, нежный голос. Слушаем дальше. Немного такого блюзового окончания эстрадного. И уже верхушки стали не просто вот такие точные, мелкие, как сопрановые, а уже микстовые. Все-таки у нас кульминация. Хочу на чем заострить внимание. Здорово, красиво очень спето. И вот сопрано здесь у Димаша как будто поет не просто лирический сопрановый голос, а такой драматический, с серединой очень плотный. Хотя голос полетный, но металличный. Как бы здесь явно у Димаша не только свистковый регистр, но там еще чуть-чуть и как будто микс примешивается. Очень круто, очень профессионально. Красивый вокалист. Красивый выбор нот получается. Последовательность, которую приятно слушать. Слушаем дальше. Оперная нота.
Вот только я в последнем комментарии говорил про то, как Димаш хорошо спел вот этим высоким, красивым его голосом. И сразу он перестроился буквально через меньше, чем полсекунды на свой суперплотный голос. Там сколько должно мышц подключиться, сколько должно правильного, хорошего смыкания и дыхания подключиться, чтобы сделать этот звук так быстро. Это очень круто. И там даже оперная нота была, где-то, по-моему, до второй октавы. Кульминация, которая на разрыв. То есть даже не на 70% песни, а вот просто до самой-самой-самой-самой практически последней нотки в этой песне нарастает голос, энергия. И само окончание, настолько оно мягкое, тихое, таинственное, матовое, личное, что вокалист, который пропевает там Димаш в конце, абсолютно тихий, потому что он его мычит. Только единственное, там получается вариация на тему Эконаиды. Всегда интересно слушать вариации, потому что ты уже понимаешь, какой должен быть мотив, но он видоизменяется, и ты как бы кайфуешь от того, что вот вроде то же самое, но вот чуть-чуть по-другому и тоже красиво, тоже интересно. Мы всегда любим видеть что-то новое, красивое. Это появляется восторг в тебе, и всегда приятно это ощущать. Окончание этой песни у меня ассоциируется примерно с такими вещами. В целом очень красивое и нежное исполнение, хотя если все сопоставить с тем, что было уже в конце, в кульминации, то оно не просто нежное, оно страстное, когда вот эта мягкость переходит уже в напор, и ты чувствуешь, страсть, действительно. В общем, очень красивая и эффектная песня. Всем спасибо за просмотр. Приходите на онлайн-уроки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень и очень приятно. Всем спасибо и пока-пока.